Поговорим сегодня о лестницах. Инструмент для создания лестниц находится на вкладочке «Архитектура» и вот здесь рядом с ограждениями пандусом «Лестница». Для того, чтобы создавать лестницу, то необходимо нажать по этой кнопочке. Программа перейдет в режим эскиза. Видите, появился красный крестик, зеленая галочка. И здесь вот открыт у меня уровень 1. И строить лестницу нужно дальше на плане. Варианты здесь есть такие. Можно создавать прямой марш путем определения начальной и конечной точки. Ну, дальше винтовой марш со всеми ступенями. Винтовой марш по центру и конечным точкам. Г-образный марш такой. И П-образный марш. Это уже готовы. Плюс отдельно можно создавать площадки и опоры. Ну, давайте по порядочку все эти инструменты рассмотрим. Первое. Прямой марш путем определения начальной и конечной точки. Значит, для этого, чтобы создать, необходимо щелкнуть в том месте, где он начинается, и там, где он заканчивается. Дальше подвинулись дальше и изобразили марш второй. Видите, уровень базовый марша 1, уровень второй, верхний уровень 2. И вот он построился ровно столько, сколько нужно. Смотрите, здесь его характеристика. Подступенных 180, проступ 275 миллиметров. Мы можем, если нам необходимо, изменить число ступенек здесь, а здесь, например, увеличить, чтобы они были одинаковые. Или там больше где-то, меньше. Видите, оно одинаково не становится, потому что общее число ступенек у нас нечетное. Площадка создается автоматически. Давайте посмотрим, что мы с этой лестницей еще можем сделать. Поменять на какую. Открываем. И здесь есть, видите, что мы выбрали смонтированную лестницу, а есть еще монолитная лестница, сборная лестница. Такие варианты можем выбрать. Дальше, что мы еще можем здесь изменить? А изменить мы можем много. Вот давайте будем смотреть. Ну, во-первых, можем поменять максимальную высоту подступенка, раз, ширину проступи, минимальное значение ширины марша. И также мы можем изменить правила расчета. Я нажимаю здесь изменить. И вот смотрите, что я могу поставить галочку и использовать калькулятор для расчета параметров лестницы, те, которые мне, допустим, нужно. А вот правила, по которым здесь записаны, производится расчет. Мы тоже можем это поменять при необходимости. Дальше мы можем изменить тип марша. И точно так же мы можем у него поменять что? Толщину проступи, профиль проступи. Стоит по умолчанию, мы его можем выбрать проступ лестницы. Например, давайте выберем. Длина свеса стоит, профиль свеса. Ну, давайте возьмем, допустим, радиус 30, поставим. Профиль свеса только спереди и слева и справа поставим. Дальше подступенок присутствует, наклонный, толщина его. Можем удлинить подступенок за проступ. Оставляем пока так. Окей. Это тип марша мы поменяли. Тип площадки то же самое. Ну, если она у нас не монолитная, а сборная, то у нее мы ничего не поменяем. А если монолитная, то можем поменять. Дальше. Типы опор мы можем поменять. Правой и левой. По умолчанию здесь стоит тетива закрытая. А правая опора, типа косаур может быть, тетива, ширина 50 мм. И вот здесь мы можем то же самое изменить. И профиль сечения можем поменять.
Дальше высоту марша, высоту площадки, общую глубину. Ну, то есть все настроить, что нам необходимо. Можем мы, допустим, поставить центральную опору, а вот эти поубирать опоры. Можем так, как угодно. Применить, окей. И ставим галочку. И посмотрите, у него сразу, вот она наша появилась, то, что мы с вами настроили. Ну, если необходимо нам что-то поменять быстро, да, то мы можем это поменять непосредственно вот здесь в палитре свойств. Ну, а если уже подробно что-то, то необходимо выбирать «Изменить тип». И обратите внимание, что формируется здесь и ограждение. Мы ограждение можем оставить, можем поменять тип ограждения, ну то есть мы можем работать с ним точно так же, как и с ограждением мы вообще работали. Если нам необходимо здесь что-то поменять, расстояние, например, эти промежутки, то мы выбираем «Редактировать лестницы» и переходим к редактированию. Потом заканчиваем опять режим. Вот такая лестница может быть построена. Дальше, давайте посмотрим, какие еще варианты лестниц есть. Ну, здесь готовые стандартные. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Я, например, беру вот лестницу здесь винтовую. И вот винтовую создаю. Вот получилась лестница. Да, видите, какая она появилась. Здесь у нее параметры ее, и также я могу поменять тип. Ну, может, видите, тетива, опять же, косаур, тетива, косаур, центральная опора, размеры проступи, типы маршей могу поменять. Ну, давайте, допустим, поставим центральную опору. А здесь это оставим, а тетива вот здесь. Ну, пусть будет, да? Так, правая опора точно так же. Уберем. А вообще давайте уберем. Ее нет. И левая опора тоже. Уберем, ее нет. А поставим центральную опору. Посмотрите вот сюда, на 3D вид. И теперь применить. Окей. И видите, что тут у нас произошло? Как у нас поменялась наша лестница. Вот она стала. Какая шикарная лестница, да, видите, как она выглядит, да, ну, на центральной опоре смонтированы все эти ступеньки, да, вот таким вот путем. Ну, возможно, такая и нужна, да, будет, может, кому-то она такая нравится. А дальше, другой тип лестницы, ну, вот, лестниц. Это такая же лестница, но она указывается она просто указывается по-другому, да. И видите, она может как строиться. Вот, допустим, таким путем. Так, она пуста. Еще раз ее построим. Так. Вот так. Вот она готова. Точно так же, как и предыдущий тип лестницы, у нее есть вот те же самые параметры, которые можно поменять, выбрать, изменить. Ну, давайте у нее поменяем и поставим здесь, что у нее есть тетива. Так, и центральная опора пусть остается, и левая опора тоже, пускай тетива будет. Применить, окей. И вот что у нас получилось. Видите, какая лестница получилась, совершенно другая. Также здесь есть лестницы, такие как Г-образная лестница. Вот она. Поставим ее.
И точно так же, вот она Г-образная лестница. И у нее, если мы выберем, тоже точно те же параметры мы у них можем поменять. Дальше, следующий вид лестницы, это П-образная лестница. Вот она. То же самое, у нее же есть те же самые параметры, которые мы можем вот здесь, вот надо лестницу выбрать. Вот она тоже, можем ее поменять. Можем поменять. Ну, это П-образная лестница, вот она, если мы сверху посмотрим, вот она такая лестница. Так, дальше. Если нам необходимо построить лестницу так, чтобы она шла на несколько этажей, да, на несколько этажей, то для этого можно поступить следующим образом. Выбрать лестницу, дальше выбрать уровни. Значит, уровни выбрать нужно на фасаде. И вот смотрите, у меня здесь всего 3 уровня. Я выбираю еще один уровень и ставлю галочку. И вот смотрите, вот у меня лестница построилась уже на 2 этажа. И точно так же я могу выбирать и строить хоть на 100 этажей вверх лестницу. Она такая же здесь получается, как была на с первого на 2 этаж. И дальше со 2 идет на 3 этаж. В принципе, здесь ничего сложного нет. Кроме того, здесь есть еще один инструмент, который мы пропустили. Ну, не пропустили, а оставили его напоследок. Это инструмент создать эскиз лестницы. Значит, мы можем создать лестницу по форме не такую круглую или там прямоугольные марши, а чисто своего эскиза, какой нам понадобится. Делается это таким образом. Значит, когда мы нажали команду по эскизу, то здесь появляются 3 команды. По умолчанию граница, потом подступенок и направление марша. Граница, очевидно, мы должны нарисовать границу нашего марша. Подступенок изобразить подступенки. Ну а направление марша указать, где вверх, откуда вверх, где низ. Это можно не строить, тогда программа сама по умолчанию определит, где вверх, где низ. Ну давайте мы начнем с границы. Для того, чтобы построить границу, у нас есть стандартные инструменты рисования. Значит, я возьму дугу, построю ее там 5000 и вот сюда ее внутрь заверну. Так, теперь опять возьму дугу, такую же, и построю тоже внутрь ее заверну. Все, Escape. Дальше перехожу к рисованию подступенков. И тоже у меня есть инструменты все те же. Да, я изображу вот такую какую-то дугу здесь и дугу здесь. Вот так. Потом, еще одну дугу. Вот так, допустим. Там и так. Я ничего здесь не высчитываю, на размеры не смотрю. Мы говорим в принципе, как это делается. Ну а дальше я изображаю ступени, как они идут. Ну для этого, допустим, мне нужно так. Они могут быть одинаковые, могут быть разные по размеру. Это роли не играет. Как бы мы ни нарисовали, так и построится марш. Допустим, у меня такой марш нужно. И теперь нажимаю галочку зеленую. И смотрите, что произошло. И еще это построился марш. И это половина работы. И вот смотрите, как он у меня выглядит, этот марш. Вот такой вот марш у меня построился. Такой причудливой формы. Да, причудливой формы. Я могу здесь высоту поставить. Вот у меня тут по умолчанию подобралось, исходя из высоты подступенка. Но могу свою высоту поставить. И нажимаю второй раз галочку. И вот смотрите, что произошло.
Вот еще установилось сюда ограждение. Вот такая замысловатая лестница у меня получилась. Да? То есть, как фантазия вам позволяет, то так лестницу мы можем с вами и построить. Самые причудливые формы. Вот я могу здесь, например, поменять, вот выбрать эту лестницу и изменить тип. То есть я могу поменять, вот смотрите, вот центральная опора, я ее уберу. Эти центральные опоры нет. Я могу эти опоры заменить, могу здесь придумать что-то другое, по-другому нарисовать форму. Ну, то есть фантазии предела нет. Вот, в принципе, все, что необходимо знать про лестницы.